Привет. Давайте я вам назову несколько имен людей, которые вам, скорее всего, очень хорошо известны. По крайней мере, некоторые из них. Райан Гослинг, Райан Рейнольдс, Джим Керри, Джеймс Кэмерон, Майкл Джей Фокс, Памела Андерсон, Киану Ривз, Майкл Майерс, Лесли Нильсон, Джастин Бибер, Сет Роген, Дрейк, The Weeknd, Аврил Лавин, Том Макдональд. Что общего у всех этих людей? Очевидно, что они известные и любимые многим артисты, актеры, музыканты, люди шоу-бизнеса. На чьих-то фильмах и музыке мы выросли. Кто-то стал известен относительно недавно, а еще все они канадцы. Но из неочевидного их объединяет то, что они все стали известными не в Канаде. И если про Дрейка и Бибера более-менее всем известно, что они из Канады, у Дрейка даже на одной из обложек изображена CN Tower, так что в Торонто, то все остальные у нас ассоциируются преимущественно с американской поп-культурой. Джим Керри всегда играл классические американские типажи. Лесли Нильсон вообще мне запомнился в образе тупого американского президента, по-моему, из четвертой части «Очень страшного кино». Памела Андерсон — это секс-символ Калифорнии 90-х. Вот с пляжами, с глубокими вырезами на купальниках. Том Макдональд — это вообще громкий голос консервативной Америки. Яркий патриот. Патриот, но не Канады. А теперь вопрос. Можете ли вы назвать кого-то из известных людей, которые представляют канадскую поп-культуру? Кто у вас ассоциируется с Канадой? Я чувствую, вы сейчас задумались. Возможно, вы назвали Андре де Грасса, Уэйна Грецки, Джастина Трюдо. Хорошо. Политики и спортсмены, очевидно, имеют четкую национальную идентичность, потому что их основная деятельность напрямую сопряжена с представлением страны на международной арене. Но с поп-культурой не всегда так. Поп-культура и культура в целом — это мягкая сила, которая формирует образ жизни и какой-то образ своего времени и места. Без гербов, без гимнов, но у тебя формируется в памяти очень четкое сопоставление. Мы подошли, на самом деле, к основной мысли этого ролика. Проблеме Канады, которая не всем очевидна, но которая является корневой в вопросе презентации. У Канады практически полностью отсутствует понятный, четкий образ, культурный портрет. Это не значит, что у Канады нет истории, нету прошлого. Они, естественно, есть. Но кроме самих канадцев, они никому не интересны и неизвестны. Как потенциального иммигранта, который выбирает между несколькими разными странами, чем меня может привлечь именно Канада? Вы скажете, природой, может быть, экономикой или понятной языковой средой. Окей, давайте представим, что у меня в ряд выстроены несколько стран на выбор. Великобритания, США и Канада. Какие образы мне предлагают эти страны? Какие у меня ориентиры? Кем я в итоге стану, пройдя тяжелый процесс ассимиляции, получив паспорт? У Британии очень богатые образы, как из прошлого, так и из настоящего. Чопорность лордов и леди из викторианской эпохи. Безбашенность футбольных фанатов, бунтарство и рокерский протест. Битлз, многовековая монархия, влияние бывших индийских колоний, Чампс, Роудмены, Кокни, роскошь Хэмпстеда, неблагополучный Брикстон, Эскот, родовые поместья, Полита просто бесконечная. Америка в плане образов — это вообще отдельная вселенная. И тут не только американская мечта. Тут и рефлексия по поводу черных страниц истории. Да, было рабство, но мы меняемся, и меняются наши ценности. Да, были войны в Афганистане и в Ираке, но мы через них и через их репрезентацию в кинематографе пересмотрели свое отношение к роли страны в мировом сообществе. Мы, как американцы, умеем учиться на своих ошибках, потому что мы их признаем. Образ Америки при всех допущениях, при всех сглаженных углах остается поразительно честным, потому что он не боится показывать свои уродливые стороны. Приезжая в Нью-Йорк, люди не шарахаются от бомжей на улице, от крыс в метро, от огромных небоскребов грязи и шума. Наоборот, срабатывает триггер в голове, типа, о, да тут же все как в фильмах. И это действительно так. А что такое быть канадцем? Какие образы возникают у вас? Быть канадцем — это жить в более безопасной и менее амбициозной версии Соединенных Штатов? Какая вообще национальная кухня у Канады? Путин? Или Бивертейл?
Серьезно? Вы вообще когда-нибудь вбивали в Ютубе слово «Канада» на английском? Если нет, то поверьте мне на слово. Большинство видео либо объясняет принципы работы миграционных программ, либо рассказывают, почему в Канаду ехать не стоит. И большинство этих роликов далеко не на английском или французском. А как эта картина выглядит для самих канадцев, изнутри? Есть множество примеров соотечественников, перспективных в разных сферах, добившихся успехов не у себя дома, а за границей, у южного соседа. И вот это огромная проблема, когда переезд в другую страну – это естественный и очевидный этап в карьере. Хочешь стать актером, получить признание во всем мире – переезжай в Голливуд. А где наш Голливуд? Вернее, их, канадский. А его нету, потому что все, кто его мог построить, уехали в Соединенные Штаты. Отсутствие внятного и простого для принятия образа формирует крайне потребительское отношение к стране. Иммигрант приезжает в страну работать или учиться, а выбор происходит по остаточному принципу. Ну, не дали мне рабочую или там студенческую визу в Америку, ну, приеду, значит, в Канаду. Таким образом, все самые жирные сливки в виде лучших специалистов, самых перспективных студентов будет снимать Соединенные Штаты. А те, кто таки соизволил приехать именно в Канаду, рискуют прожить всю жизнь в роли иммигранта. Даже имея канадский паспорт, они будут вращаться внутри своих маленьких национальных общин, разговаривая внутри семьи не на английском, не на французском, на своем родном языке, потому что Канада для них это исключительно место проживания. Один небезызвестный артист сказал, что есть разница между домом и постоялым двором, поэтому заниматься развитием культуры, пропагандой культуры, насаждением какого-то локального патриотизма не менее важно, чем заниматься экономикой. Культура — это дрова, на которых работает большой плавильный котел. Вот такие у меня мысли на этот счет. Делитесь своими в комментариях и до скорого.